Сначала мой папа встретил мою маму. Так и началась будущая жизнь армейская. Давай, пиши. Пацаны, короче, все, я закругляю, снимаю микрофон. Топ-8 не будет. Короче, ну все, пока. Шутка. Будет топ-8. Топ-8 было, есть и будет. Я сегодня буду говорить много. Этот парень за камерой меня смотивировал. Погнали наших городских. Давай, задавай свои вопросы. Let's go. Help you, this is intended order to be rendered. Crackle static send to dead thought discord. Shift language channel descended. Render normal unknown corroded. Weaponized white noise. Естественно, вот я помню очень сильно первые видео, которые я смотрел и увидел армрестлинг, и мне вот стало интересно вот этот процесс, эта борьба, вот персонажи, герои этого вида спорта. Это были поединки таких легенд армрестлинга, как Джон Брзенк, когда он был еще совсем молодой, он еще был тогда, можно сказать, пацан, и боролся, показывая невероятное мастерство, побеждая ребят, которые визуально намного больше от него. Я помню поединки Гарри Гудриджа, Ричарда Любкуса, я помню такого великана, как Клифф Дин, которого просто невозможно не запомнить, это настолько большой человек, настолько огромный, что он как бы делает на тебя незабываемое впечатление. И борьба, то есть ты смотришь и смотришь, как кто-то один намного меньше может победить того, кто намного больше. Вроде бы это нелогично, это порождает интерес, ты задаешься вопросом, как такое может быть, или он супермен, или за счет чего он такой сильный. И плюс к тому же вот эта вот драма, она всегда присутствует. То есть ты смотришь и узнаешь человека, кто он, чем он дышит, что он любит, почему он этот спорт выбрал. Ведь куча других спортов, в котором бы казалось, он тоже может преуспеть. И вот тогда я узнал, что такое армрестлинг. То есть это было еще до студенческих лет, но фильмы я посмотрел именно в студенческие годы. Просят прийти, помочь, они хотят открыть новую секцию, где-то еще секция открывается. То есть создаются новые залы. Ребятам интересно, они занимаются, они приходят, они спрашивают. Новые люди приходят в этот спорт, армрестлинг растет. Это не может не радовать. Help you, this is intended order to be rendered. Crackle static send to dead thought discord. Shift language channel descended. Render normal unknown corroded. Первый поединок, который дал осознать, что можно быть лучше и намного лучше, это было в 2017 году на золотом туре, где мне удалось получить медаль золотого тура, но тем не менее я встретился с Ливаном Сагинашвили. И мы разорвались, в ремнях он унес меня в одно касание, он в принципе всех тогда уносил в одно касание, в том числе меня. И он выглядел на 2 или даже на 3 головы выше и сильнее всех остальных. И вот тогда понятно было, что вот ты вот занимаешься, в себя в зале ты сильный и хороший, но ты приходишь и понимаешь, насколько можно быть лучше и насколько можно быть сильнее. Но в том поединке немного чему научишься, только вот осознание, что надо быть сильнее. Второй такой поединок, который смотрел, это был поединок в рамках топ-8 с Кадыргали Ангарбаевым. Должен я был бороться по жеребьевке с Геннадием Киквиней. В принципе, я на него и готовился. Потом в последний момент поменяли на Кадыргали, на классного техничного казахского спортсмена, который полностью владеет этим спортом, как бы в крови у него течет армрестлинг, он знает все техники и все, что нужно знать о армрестлинге. И тогда это был такой поединок, которым я отдал все, что можно. Но сейчас, если я посмотрю на этот поединок, там было столько ошибок, столько неправильной, можно сказать, подготовки, что тяжело сказать, что он чему-то научил, но он определенно смотивировал и дал понять, что надо делать что-то по-другому. То есть там уже была осознанность того, чего конкретно не хватает. Что-то работает, а чего-то не хватает, и что-то нужно понять, чтобы настроить, чтобы все работало идеально. Ну и если вот взять третий поединок, который на самом деле больше всего, наверное, смотивировал, это поединок с Красимиром
Костадиновым. Почему он больше всего смотивировал? Потому что Красимир Костадинов — это, в принципе, значимый армрестлер на сцене мирового армрестлинга, но он не супертяж, в принципе, как и Кадыр Гали. Он не супер-мега сильный, не такой человек, как Ливан, что вот он тогда, в 2017-м, всех сметал на своем пути. И можно сказать, что я на фоне всех. А Костадинов — это как человек, который, как экзамен, который нужно пройти. И в поединке с ним я уже такой думаю, я в принципе силен, хорош, в принципе уже что-то умею. И я понял, что нет, что ничего я еще не умею. И в принципе есть то, что и было раньше, потенциал какой-то хороший, какая-то генетика и сила, и талант, но который на самом деле еще нужно открыть, а потом даже дошлифовать. Он очень сильно смотивировал. Он очень смотивировал научиться себе задавать вопрос, как стать лучше. То есть вот это был поединок, который больше всего смотивировал. Поединок с Красимиром Костадиновым. Краси, привет тебе и спасибо за мотивацию. Help you, this is intended order to be rendered. Crackle static send to the dead thought discord. Shift language channel descended. Render normal unknown corroded. Weaponized white noise. Суть в чем, что Гаспарини — это часть трилогии. Был Райан Эспи на Арнольд Классик в Великобритании. После этого был Тобиас Споранг в Украине, в Киеве. И после этого в Москве, в России был Эрмес Гаспарини. А до этого, до вот этих троих поединков, было 2 года пандемии, когда не было особо где бороться. И, в принципе, все события были перенесены. Я именно тренировал, получается, то, что нужно, как потом оказалось. И это мне потом сыграло очень большую пользу. В поединке с Райаном Эспи уже я это ощутил. Еще больше это ощутил в поединке с Тобиасом. Они между собой отличаются тем, что с Райаном больше был акцент на силу и на доработку того, что раньше не хватало, то бишь это боковой нажим. И, естественно, кисть тоже была усилена. Усилена были ротаторы плеча, общая физическая подготовка. На Тобиасе я уже экспериментировал и старался бороться и в бок, и в крюк, и подержать на пальцы без разрыва. В принципе, это было вот после 4-го раунда, это уже были вот целевые такие вот именно пробы, заготовки. Команда, которая меня поддерживала, тоже дала и подсказывала, как нужно себя проверить. И после этого появилась новость очень быстро, после поединка с Тобиасом, о возможности побороться с Гаспарини. Времени было немного, но это же спортсмен такого уровня, что просто интересно побороться. И форма была, форма уже новая, и нужно ее проверить именно на каком-то классном, хорошего уровня спортсмене, а все ставили 90% всех опрошенных, что Гаспарини там в одну калитку, так сказать, выиграет. И получается, это челлендж, это вызов. То есть ты ставишь вызов самому себе, типа, окей, а посмотрим, будет ли оно так. То есть ты входишь тоже в какой-то кураж, входишь в азарт. И, в принципе, я поехал и был очень серьезно настроен. То есть я знал, что будет борьба. С Гаспарини был поединок эмоциональный, но ехал я с какой-то уверенностью, которая, в принципе, не мешала, а помогала. То есть эта уверенность в поединке с Эрмесом дала возможность сделать все четко, правильно, подконтрольно себе и получить именно даже такую победу лучше, чем я сам даже ожидал. То есть я там, можно сказать, перевыполнил свой план. Висит всей массой Алекс Курдечин на руке у Эрмеса Гаспарини. Висит, доводит этот поединок до победного. В 2010-м впервые появился в армрестлинге в Украине, в Киеве. Это 10 лет тому назад, в 19. Это были колоссальные эмоции. Я вообще сам по себе человек эмоциональный, и когда я правильно ощущаю и ловлю этот кураж, это мне дает дополнительную силу. И я помню, какое было счастье, то есть ходил целый день с такой улыбкой, натянутой от уха до уха. Потому что, в принципе, тогда вот с Рустамом было похоже, как и с Гаспарини. Тоже все говорили, да блин, Рустам это легенда спорта, он знает, как закрутить в крюк, он невероятно быстрый, он невероятно техничный, он закручивал Диму Трубина, который выиграл у меня тогда 6-0 на предыдущем этапе. И это уже был последний этап, и думали, Рустам выиграет, шансов у Алекса немного. Он имя, которое знают все в нашем спорте.
И я помню этот поединок, то есть во время уже первого раунда я понял, что я могу, что я сделал все правильно, и я уже тогда был очень сильно доволен. Улыбка у меня даже, наверное, мимо воли во время самого поединка уже появилась. И были, конечно, невероятные эмоции, которые, ребята, этот спорт нам дает, и вот мы любим этот спорт, наверное, в первую очередь за вот эти эмоции, которые я рекомендую всем вам ощутить, ставить перед собой цели, достигать их или не сразу достигать, но не сдаваться, не отступать, идти дальше и потом ощутить вот это вот. Вот это лучше всего ощутить, самому себе сказать: ты молодец, ты достоин, ты вот достиг цели, двигайся дальше, так держать. О, красота! Ну что, готов передавать привет? Или еще чуть-чуть? Да. Ну все, давай тогда. Передавай привет. Привет юным армрестлерам, которые начинают бороться, которые чего-то в спорте добиваются. Всего вам хорошего, самого наилучшего. Ну Вы все. что снимаете? Все, теперь у них будет мотивация. Виталька, мы заканчиваем, я тебя сейчас через 10 минут наберу и нормально с тобой потрещим. Все тебе расскажу. Давай, скажи вопрос, а ты что, смотришь мои видео, что ли? Да конечно, ты что гонишь? Постоянно. А ты сейчас мне скажешь, а что ты комментарии не пишешь? Угадал? Ты сейчас меня спросишь. Да, что ты моим хейтерам не пишешь, ты защищаешь меня. Все, буду писать. Все, буду. Я просто ленивая жопа, Давай, короче. наберешься, как жду. Давай, 10 минут набираю, давай. Шутка, будет топ-8. Топ-8 было, есть и будет. Почему? Потому что в топ-8 очень классные спортсмены, и им надо просто дать где бороться. Зрители найдутся, потому что это интересно. Армрестлинг — это интересный спорт. Я посмотрю со стороны, когда я был зрителем и смотрел, как Ливан борется с Виталиком. Это реально классно. Это реально интересно. И не только нам, это реально интересно стронгменам, бодибилдерам, пауэрлифтерам, ребятам, которые бьются в клетке. То есть это зрелищно. Это классно. Армрестлинг — это классно. Нужно просто больше создавать ивентов стабильно, и люди увидят, насколько это интересно. Ребята, верим в спорт, занимаемся, развиваемся, и все будет классно. То есть каждому, кто будет смотреть эту передачу, я рекомендую не стараться за кем-то повторять, а находить, во-первых, свою сильную сторону, которую нужно развивать, а во-вторых, когда ты тренируешь базу, то вот именно смотреть, какой тип нагрузки дает тебе максимальный эффект. Я могу тебе сказать про участников топ-8. Очень часто спрашивают, назови 5, 3 или 10. В идеальном мире круто было бы, если бы мы могли говорить правду, искреннюю про все. Если говорить о том, где в Варшаве, если будете в гостях, то ласкаво просим, welcome to Warsaw и добро пожаловать в Варшаву. В Варшаве я сейчас нахожусь, у нас есть 4 зала. Легче всего списаться или на Инстаграме, или на Фейсбуке. У нас есть ребята, которые очень сильно любят, как это не парадоксально звучит, больше любят даже, чем я, армрестлинг, просто живут им и дышат. И они с удовольствием будут встречать таких же, как говорится, немножко чокнутых людей, которые тоже любят, может и не настолько, но любят этот спорт. И у нас есть 4 клуба, и сейчас увеличится их количество, где можно встретиться, потренироваться, пообщаться, обменяться опытом. Я с удовольствием со всеми встречусь, так что, ребята, приглашаю в Варшаву. Давай еще что-то. Я не хочу тебя отпускать. Давай еще 2. Во сколько ты хочешь? Ты же не кушал, вам же... А, тогда я вас вообще не отпускаю. Не, отпущу вас. Где-то через полчаса по-любому отпущу, потому что вам надо еще погулять, вы еще Варшаву не видели.